Вы видите их на сцене идеальными, сияющими, настоящими полубогами в лучах софитов. Грандиозный всемирный тур Ари-Ранг прогремел на всей планете, оставив миллионы фанатов в абсолютном неописуемом восторге. Каждое движение артистов выверено до миллиметра, каждая улыбка мгновенно зажигает сердца, а многотысячные стадионы взрываются от оглушительных криков при одном лишь их появлении на горизонте. Это безупречный глянцевый фасад, который восхищает, завораживает и заставляет поверить в красивую сказку. Но задавались ли вы когда-нибудь вопросом, какая цена на самом деле заплачена за эту идеальную картинку? Что скрывается за закрытыми дверями, когда гаснут огни софитов и смолкает рев толпы? Сегодня мы заглянем туда, куда никогда не пускают прессу, случайных прохожих и даже самых преданных поклонников. В мир, где стираются колени, ломается психика, проливаются невидимые миру слезы, но именно там, в сырой темноте бэкстейджа, рождается настоящий неоспоримый триумф. Это истинная, неприкрытая и пугающая обратная сторона тура Ари-Ранг, о которой принято молчать. Любой масштабный стадионный тур – это не просто серия красивых концертов с перерывами на отдых. Это жестокий, изнурительный и беспощадный марафон на выживание. График передвижений Ари-Ранг был расписан менеджментом буквально посекундно на месяцы вперед. Десятки городов, несколько огромных континентов, бесконечные многочасовые перелеты каждые 2-3 дня. Постоянная хаотичная смена часовых поясов и климатических зон со временем полностью уничтожают нормальный человеческий сон. Организм артиста просто перестает понимать, где день, а где ночь, где реальность, а где затянувшийся кошмар. Артисты приучаются засыпать в любую свободную секунду на жестких стульях в гримерках под шум фенов, прямо на кафельном полу в терминалах аэропортов, завернувшись в куртки в душных салонах автобусов между городами. Тело артиста в таком туре превращается в неодушевленный инструмент, который эксплуатирует на 200% его физических возможностей, выжимая все соки без остатка ради идеального двухчасового шоу. Постоянные мышечные спазмы, растяжение связок, сорванные в кровь голосовые связки и работа через адскую, пульсирующую физическую боль становятся пугающей повседневностью. За кулисами, всего за несколько минут до выхода к публике, разворачивается настоящая военно-полевая медицинская драма. Медики, массажисты и физиотерапевты буквально собирают участников по частям, пытаясь склеить то, что готово сломаться. В ход идет абсолютно все: фиксирующие тейпы на измученные суставы, ледяные компрессы к воспаленным мышцам, экстренные ингаляции для легких и сильные обезболивающие уколы прямо перед выходом на сцену. Но как только режиссер дает команду на старт и включается камера, вся эта невыносимая боль обязана мгновенно испариться. Лица артистов разглаживаются, на них появляется привычная сияющая улыбка, и человек взлетает на сцену, будто за секунду до этого он не стонал от бессилия на кушетке. Однако самое тяжелое и по-настоящему разрушительное испытание в туре – это вовсе не физические травмы или вывихи, а колоссальное, удушающее ментальное давление. Груз ответственности и завышенных ожиданий фанатов, руководство компании и самих себя давит на плечи артистов многотонным прессом каждый божий день. Каждая деталь масштабного шоу должна быть идеальной, ведь малейшая ошибка, секундная заминка одного человека может испортить труд сотен людей из технического персонала, работавших ночами. Этот панический, парализующий страх подвести команду выжигает артистов изнутри, не оставляя места для моральной передышки. В середине тура неизбежно наступает момент полного эмоционального выгорания, когда психологическая защита, выстраиваемая годами, окончательно рушится. Слезы в темном глухом углу гримерной после очередного триумфального концерта – это не проявление слабости, инфантильности или капризов. Это единственный доступный для них способ выплеснуть накопившийся стресс, звенящее одиночество и невыносимую, давящую тоску по дому и близким. Каково это – находиться в эпицентре обожания огромной 100-тысячной толпы, чувствовать себя центром вселенной, а уже через час засыпать в абсолютно пустом, стерильном и чужом номере отеля на другом конце земли? Это жестокий противоестественный контраст, от которого ментальное здоровье начинает трещать по всем швам. Бывали дни, когда участники Ари-Ранг находились на грани самого настоящего нервного срыва, готовые бросить все, разорвать контракты и признать, что они больше физически не могут сделать ни единого шага вперед. Что же спасло тур Ари-Ранг от неминуемой громкой катастрофы, когда внутренние батарейки сели до нуля, а физические силы были полностью исчерпаны?
Ответ кроется в одном мощном фундаментальном слове – синергия. Когда падал и спотыкался один из участников, его тут же подхватывали и буквально несли на себе остальные. Именно обратная сторона тура, полная боли, лишений и общего страдания, проявила истинную, высшую ценность их сплоченности. Они окончательно перестали быть просто коллегами по сцене, партнерами по контракту или участниками одного успешного коммерческого проекта. Они превратились в единый живой организм, в настоящую семью, разделившую общую боль, общие шрамы и общую судьбу. Короткие искренние разговоры по душам в полумраке между репетициями, глупые шутки сквозь слезы усталости, помогающие вернуть улыбку, и простое человеческое умение вовремя молча обнять товарища, именно эти незаметные миру детали возвращали их к жизни, заставляя находить скрытые глубокие резервы в своих душах. И вот, вопреки всем прогнозам, скептикам и логике, наступает долгожданный момент финального аккорда. Последний концерт этого исторического изнурительного тура. Пройдя через настоящий персональный ад, состоящий из хронических травм, тяжелой бессонницы, депрессивных мыслей и океана пролитых втайне слез, они снова стоят на этой огромной сцене. Но теперь перед зрителями предстали совершенно другие люди, изменившиеся до неузнаваемости изнутри. Это больше не те робкие, сомневающиеся в себе артисты, что испуганно начинали этот путь несколько долгих месяцев назад. Теперь это закаленные, невероятно сильные духом личности, которые лично проверили, сломали и раздвинули границы всех человеческих возможностей. Они преодолели свой собственный, казавшийся невозможным максимум. Когда многотысячный стадион в едином бешеном порыве и в абсолютном унисон начинает скандировать название «Ари-Ранг», вся пережитая боль, все былые травмы, шрамы и бессонные ночи мгновенно обесцениваются, превращаясь в ничто. Этот оглушительный, кристально чистый триумф становится главной, самой честной и желанной наградой за каждую минуту адских страданий за кулисами. Они сделали это вопреки всему миру. Они выстояли там, где сломались бы миллионы других людей. Грандиозный тур «Ари-Ранг» официально завершен и навсегда вписан золотыми буквами в историю мировой музыки. Но теперь, глядя на их идеальные синхронные движения и счастливые лица в старых видеозаписях, мы всегда будем видеть ту невидимую титаническую работу, те колоссальные жертвы и те слезы, которые остались глубоко в тени закулисья. Настоящий артист рождается вовсе не в ослепительном свете софитов под аплодисменты. Он куется в абсолютной темноте бэкстейджа, в ежесекундной безжалостной борьбе со своими слабостями, страхами и собственным телом. Спасибо, что прошли этот тяжелый, но вдохновляющий путь вместе с нами и досмотрели видео до самого конца. Нам очень важно узнать ваше мнение, поэтому обязательно напишите в комментариях, какой именно момент из закулисной жизни тура «Ари-Ранг» тронул ваше сердце сильнее всего и заставил сопереживать артистам. Не забудьте подписаться на канал, нажать на колокольчик и поставить лайк этому видео, чтобы поддержать наш труд. До скорой встречи в новых выпусках, где мы продолжим открывать самые интересные и темные тайны современной музыкальной индустрии.